Вот так сильно уже накренилась орхидея, и при малейшем наращивании еще хотя бы одного-двух листиков она может вот так вот перевернуться. То есть вероятность того, что она в определенный момент упадет с полки, очень большая. И поэтому, и не только поэтому, есть еще несколько причин, по которой я решил пересадить эту орхидею. Добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Значит, об остальных причинах давайте сейчас я коротко расскажу. Значит, вы видите мох сфагнум, который остался по левой стороне, а этот мох был полностью по всей каемочке горшка. То есть и мох со временем уже отжил, так скажем, свое и немножко, ну не немножко, а половина мха просто-напросто разложилась. Значит, внутри посадки, как вы видите, есть вроде бы неплохие вот корешочки. Снизу вы видите два прекрасных молодых растущих. Здесь тоже вы наблюдаете, но в целом, как вы видите, понимаете, орхидея убегает. И самое главное, почему еще я хочу ее пересадить в этой посадке, это орхидея с примерно августа-сентября 2021 года. То есть посадке уже 2,5 года, и эта орхидея два раза в году цвела. А в этом году, вот зимнее цветение, она решила пропустить. Я понимаю, что, возможно, она решила набраться сил, но я хочу воспользоваться этим моментом и вытащить ее, посмотреть, что внутри с корневой системой. Вероятность того, что я ее посажу в этот горшок, велика, так как я вам только что показал, корни внутри не очень сильно много их, поэтому я думаю, она поместится и в этот же горшок, в котором сидела. И я хочу подготовить эту орхидею к летнему цветению, а она должна успеть принять новую посадку. И, кстати, из причин, почему сейчас я ее решил пересаживать, вот она наращивает вот молоденький листик, как вы видите, цвет его даже вот немного отличается. И как бы вы видите листы, ну вот этот, например, этот где-то порядка 25 сантиметров, этот последний маленький, ну как бы он не маленький, я имею в виду молодой, он в районе 20 сантиметров. То есть это орхидея, можно сказать, крупная. Значит, и название этой орхидеи Caribbean Dream, Карибская мечта. Сейчас я немного поменяю ракурс, чтобы было лучше видно. Такой ракурс я сделал сейчас специально, чтобы было видно, как орхидея вот убегает. И сейчас мы с вами продолжим. Вот так, я думаю, будет лучше видно. Так вот, за листик я сказал, и как вы видите, вот у нее начинают новые расти корешочки. Надеюсь, снизу там тоже будут. И в посадке вы тоже видели только что были корешки, которые раскуклены и в росте. То есть я могу смело сейчас ее пересаживать. Надо было, конечно, мне ее сначала замочить, но раз уже такое дело, сейчас я покажу, как я делаю. Потом поставлю на паузу. Для вас эта пауза будет 1 миг. Но это я вот делаю для тех, кто на канале, допустим, впервые и не знает, то именно таким опрыскиванием и, возможно, даже невозможно, а даже немножко я сейчас и сделаю пролив тех корешков, которые внутри посадки, для того, чтобы эти корешки сейчас набрались воды и стали упругими, гибкими, и нам с ними было удобнее работать. Ну, а сейчас пауза буквально на 5-7 минут.
Ну вот, вы видите, как стали темно-зеленые корешки у орхидеи. Надеюсь, что работать нам с ними сейчас будет легко. Но, как вы помните, два корешка у нас снизу здесь, и их нам нужно будет сейчас аккуратно вытащить, постараться не повредить. Давайте для начала тут даже 3 корешка у нас. Вот такими движениями, смотрите. И вот мы аккуратно вытаскиваем, и корешочки у нас прекрасно все прошли в эти отверстия, которые были в горшке. Так, что же тут у нас с корневой? Как бы есть, я вижу, и хорошая, и вот смотрите, внутри куча пропавших корешков, которые мы сейчас просто-напросто удалим. В новой посадке они нам не нужны. Также из верхних слоев сейчас я выберу несколько кусочков коры и перенесу эти кусочки в новую посадку для того, чтобы перенести микрофлору этой посадки. Да, обрезать будет что. И сейчас, наверное, нам понадобится чистый поднос еще один. И, наверное, я сейчас еще раз немножко поменяю ракурс, чтобы вам было лучше видно. Вот, наверное, под таким вот углом будет лучше вам видно. И давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь. Да, очень много будет корешков, которые придется обрезать. Мне очень интересно посмотреть на вот эти корешки, которые прошли в самый низ. Ага. Ну, вроде бы все хорошо. Я думаю, что у нас сегодня все получится. Но перед тем, как обрезать вот эти гнилые корни, я все-таки хочу ее традиционно замочить в растворе фитодоктора и триходермина. Я уже приготовил теплую воду. Также у меня есть уже настоянный раствор фитодоктора и триходермина. На это количество сейчас воды мне нужно влить примерно 100 грамм. Это будет примерно вот так. И сейчас мы замочим эту корневую всю. И после того, как она у нас намокнет, у нас будет более лучшая картина, что же нам обрезать. И я уже начинаю задумываться насчет горшка. Так как я вижу, что корней пропавших очень много, не будет ли слишком велик теперь этот горшок, в котором она находилась? Ну, а пока эту орхидею мы оставляем замоченную примерно на 30-40 минут, а я пока приготовлю горшок, в котором она была, помою хорошо в кипятке и с моющим средством. И через 40 минут продолжим с вами вместе пересаживать эту красавицу. Ну вот, с момента замачивания орхидеи в триходермине и фитодокторе прошло уже 40 минут. И мы теперь ее можем достать.
на наш поднос. Кстати, смотрите, какого цвета вода. Значит, здесь было у самого, видите, основания здесь. Вот аж где. Когда-то обработка Максимом. Я уже не помню, то ли во время посадки это было, то ли уже после. Уже точно не помню. И вот смотрите, ну 2 года это так точно. И Максим до сих пор вот цвет свой дал. То есть то, что было здесь вот помазано. И вот сейчас смотрите, какой сильный препарат по поводу своего цвета. Ну, и не только скажу вам по цвету. Я скажу, что Максим, сколько раз я пользовался, как правило, всегда помогал. И всегда обработки Максимом, но я больше Максимом пользовался именно контактно в каком-то конкретном месте, как вот и здесь, кстати, была обработка конкретного места. Так, ну что, вот, кстати, вам и причина, скорее всего, что часть корней была пропавшей. Хотя нет, наверное, не это все-таки. Наверное, просто орхидея решила отдохнуть. Сейчас я сделаю зачистку. И после зачистки мы приступим к пересадке. А вот сейчас обратите внимание на один из моментов. Значит, вот смотрите, какое расстояние пришлось мне обрезать и удалить корни. А дальше вот здесь идет вот один и вот второй такой длинный хороший корешок, который бы, конечно, мне не хотелось отрезать. И обычно я действовал так, что при такой длинной шее, как правило, я делал обрезы раньше вот под эти корешочки. Вот. Но так как, ну, сомневаюсь я, делать ли так, как я всегда делал, или все-таки оставить. Нет, наверное, все-таки, конечно, очень жалко будет. Вот смотрите, вот это вот придется сейчас вот скорее всего что обрезать. Сейчас я прощупаю и внимательно еще посмотрю вот в этом месте. Нет, корешок здесь держится вот у самого основания очень плохо. И как бы долго он уже не проживет. То есть все-таки я сделаю срез вот под вот этот корешок. Вот таким вот образом. Да, конечно, жалко чуть-чуть. Вот такой вот корень. Но ничего не поделать. Как бы и этот длинный, я вам хочу сказать. Вы обратите внимание, насколько длинный у нее сейчас ствол. Кстати, поделитесь своим опытом. Когда у вас бывают такие ситуации, что вот такой длинный ствол, на котором растут корешки, обрезаете ли вы его покороче или оставляете его примерно так, как я оставил только что? Мне будет очень интересно, и не только мне, но и другим зрителям, которые прочитают эти комментарии. Ну, а сейчас я продолжу зачистку.
Ну вот, зачистка, скажем так, завершена. Сейчас, конечно, то место внизу, которое мы обрезали вот здесь вот живую ткань, у меня есть корица, и я обязательно обработаю это место корицей. Как бы корица у нас здесь сейчас работает как антисептик, для того, чтобы не попало туда что-нибудь, бактериалка, вирус или еще какая-нибудь гадость. Вот так вот, я думаю, будет достаточно. И потихоньку сейчас перейдем к посадке. Да, все равно, как бы я всегда стараюсь при пересадке все-таки делать более меньше вот этот стволик основания, но не хочется мне. И так вы видели, какой корень мы обрезали большой. Но в большинстве случаев я все-таки его обрезаю примерно еще вот от этого места еще сантиметра 2,5-3. Ну вот под вот этот вот корешочек как бы тоже. Но тогда мы потеряем еще 3 корешка. И как бы я этого, наверное, делать не буду. Сейчас попробуем примерять в тот горшок, в котором она была. Так, сверху здесь вроде бы я все так убрал. Ну да, и посадим мы ее назад в этот же горшок. Немножко будет сейчас тяжело, но мы закрутим корни, и будет у нас посадка в этот же горшок. Значит, я уже приготовил на дно немного керамзита. Не буду я много его кидать, буквально чуть-чуть. Немножко крупной коры. И дальше я буду, вот такая у меня есть подготовленная кора. Тут немножко уголечки. И кину я сюда еще немного кокосовых чипсов с волокном, которые у меня очень долгое время замачивались. Больше недели. И я, по-моему, каждый день менял воду до тех пор, пока этот субстрат, часть субстрата была готова. Ну, теперь наша задача аккуратно усадить нашу орхидею в горшок. Сейчас, наверное, чтобы вам было лучше видно, наверное, лучше будет поменять ракурс. Вот так вот, я думаю, вам будет лучше видно. И теперь наша задача уложить всю вот эту вот корневую, которая у нее есть, в этот горшок. И для этого нам придется ее немного вот так вот закручивать. И смотрите, она у нас поместилась. И теперь нам остается только аккуратно засыпать приготовленный грунт. Да, кстати, чуть не забыл. Надо же еще было кинуть несколько тех кусочков коры с предыдущей ее посадки, которые я выбрал. Для того, чтобы, как я уже говорил, перенести микрофлору
Ну вот такая картина у нас получилась. Сейчас я вот так вот приподниму немножко выше, поставлю нашу орхидею в кашпо, в котором она будет находиться. Проверим ее, болтается она или нет. И вы видите, что немножко болтается. Значит, нам нужно ее чуть-чуть укрепить. Укрепляю я, как правило, вот здесь вот под крайние листики. Несколько кусочков коры крупной. Когда подкладываешь под нижние листики, то устойчивость этой орхидеи, или не только этой, но сейчас в частности этой, будет улучшаться. Давайте сейчас посмотрим. И вот смотрите, вот она уже не болтается. То есть несколько кусочков коры, вот, которые будут под левый и под правый нижний листочек, они вот так вот будут укреплять посадку орхидеи. Ну вот, такая вот у нас получилась сегодня отличная пересадка. Я думаю, что орхидея примет хорошо ее. Пожалуйста. Ну, а от вас я, конечно же, жду лайки. Если видео вам понравилось, можете оставить комментарий. Если у кого-то будут вопросы, конечно же, задавайте. Делитесь ссылкой на видео со своими друзьями. И, конечно же, заходите на канал Орхидеи дома снова и снова. Ну, а на сегодня хочу сказать всем до новых встреч.